Сегодня я решил вам дать практический совет и понимаю, что многие смотрят ради практических советов, ради практических решений вопросов канал Адвокат Фри, школы юридической самозащиты. Вот, собственно, мой вам практический совет. Как бороться с ямами на дорогах? Есть ГОСТ, который определяет размеры ям. Но, честно скажу, не все ямы же подпадают под этот ГОСТ. Не все ямы подпадают под правила, но дорога будет все равно опасной. Например, там лужи скапливаются, еще что-то. Что вам нужно делать? Вы прежде всего, и это самое главное правило борьбы с ямами, должны бить во все колокола одновременно. По большому счету вы должны ситуацию создать такую, чтобы чиновникам было выгоднее решить проблему, чем писать вам отписки. Более того, самое главное, что вы должны делать, это стравить между собой разные ведомства. То есть за дорогу в большинстве случаев отвечают либо муниципалитет, либо Росавтодор, то есть федеральные трассы. И вы должны натравить на муниципалитет, чаще всего дороги муниципальные, вы должны натравить на муниципалитет ГАИ, то есть МВД, и прокуратуру. А в том случае, когда вопрос стоит еще с отводом ливневых вод с дороги, вы должны еще натравить на муниципалов. В Краснодарском крае называется Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Так как ЖКХ. Потому что ливневки и все прочее это в ведении муниципалитета. Но муниципалитет не боится вас, как граждан. Муниципалитет боится вышестоящих чиновников, то есть Министерства краевого правительства. В Краснодарском крае краевое правительство называется администрация. В вашей области, может быть, там в Ростовской области будет министерство просто ЖКХ, например. Первое. Правило это то, что действуют коллективные жалобы. Любая коллективная жалоба, а она коллективная начинается с 11 подписей, работает намного эффективнее, чем индивидуальная жалоба. На индивидуальную жалобу вам пришлют индивидуально типовую отписку. К коллективным жалобам относятся намного серьезнее. Да, кстати, если вы до этого момента досмотрели, хочу вам попросить подписаться на мой канал, поставить мне лайк авансом за то, что я каждый день стараюсь записывать полезные для вас видео, написать комментарий во время просмотра видео, надо писать комментарий, обязательно пишите комментарий, потому что любой комментарий, даже просто слова благодарности, поддерживают мой канал, помогают алгоритмам YouTube понять, что это интересная информация, и, соответственно, он показывает большему количеству зрителей эту информацию. Ну а если вы готовы поддержать меня еще финансово, то есть Boosty для тех, кто в России, есть Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal. Можете разными способами меня поддержать, потому что моя цель помогать вам в рамках школы юридической самозащиты Адвокат Фри самостоятельно защищать свои гражданские права вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Находитесь ли вы в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Германии, в Испании. Принципы взаимодействия с чиновниками, о которых я вам рассказываю, они везде одинаковые. Чиновник должен быть загнан в угол, и только в углу, когда он понимает, что ему проще сделать то, что вы от него просите, чем объяснять вам, почему нет, чиновник начнет действовать.
В противном случае, я в этом убеждаюсь и в Испании, в том числе и в Испании. Вот буквально сегодня у меня было взаимодействие с чиновниками, и за месяц я заставил их сделать то, что можно было сделать за день. Но даже в Испании чиновники остаются чиновниками. Так вот, первое. Главное правило. Коллективная жалоба. Коллективная жалоба в любой стране работает лучше, чем индивидуальная. Поэтому вам нужна форма коллективной жалобы. Я вам в виде скриншота вот где-то здесь или здесь покажу, как она выглядит. Коллективную жалобу я из своего многолетнего опыта, я написал тысячи жалоб, десятки тысяч жалоб за много лет. Сразу рекомендую делать коллективную жалобу на всех получателей, на всех адресатов. Например, для примера берем Краснодарский край. Когда я жалуюсь на яму на дороге, я пишу: председатель правительства Мишустин, с одной стороны. С другой стороны, его подчиненный, ну вроде как независимый подчиненный, генеральный прокурор Краснов. Ниже пишу, под Мишустиным, исполнительную власть, губернатору Краснодарского края. Под прокурором пишу главе МВД, главе ГУВД Краснодарского края такому-то. Сейчас новый человек пришел. Вот, был до этого Андреев. То есть прокурор, федеральное ведомство МВД. Дальше. Под губернатором его подчиненный глава администрации Краснодара или глава администрации Горячего Ключа, там любого, там, Новороссийска, Сочи, главе администрации муниципалитета. Под МВД напишу, ну, по рангу, конечно, они не входят в исполнительную власть, но по рангу примерно так же. Депутату Государственной Думы такому-то. Дальше пишу: депутату Краевого собрания или там областной думы такому-то. И третье, в самом низу, муниципальному депутату такому-то. То есть я в одном коллективном письме затронул и органы исполнительной власти, и контролирующие органы. Они тоже формально входят в исполнительную власть, но формально. А фактически они надзирают над теми же губернаторами, над теми же главами администрации. То есть они как бы независимы в рамках исполнительной власти. И там же я упоминаю депутатов в одном коллективном письме. И вот это я пишу, и дальше коротко и ясно, полстранички, не больше, где проблема и что вы просите. Допустим, на пересечении улиц, давайте я вспомню какой-нибудь в Горячем Ключе. Например, улица Советская в Горячем Ключе, она частично в ямах и отсыпана не из асфальта, а в щебенке. Вот написать: улица Советская, от дома такого-то до дома такого-то. Требует ремонта. Отсутствует бордюрный камень. Отсутствуют ливневки по сторонам дороги. Соответственно, во время дождя вода скапливается на проезжей части и не убирается, потому что нет ливневок. Они забиты или их вообще нет. И дальше пишу, что я прошу? Прошу нарезать ливневки, прочистить существующие ливневки, сделать прокол под дорогой там ниже, чтобы вода уходила дальше не по дороге, а под дорогой. Отсыпать дорожное полотно там щебнем, или заасфальтировать, еще что-то, ликвидировать ямы. Всегда, правило номер 2, всегда пишите максимум своих хотелок. Не надо писать: ой, тут ямочка еще достаточно хорошая, а здесь ямочка уже большая. Пишите всегда максимум. Третье правило. Пишите о том, насколько важен этот маршрут, который вы хотите отремонтировать. То есть, допустим,
какую-то яму или серию ям на какой-то дороге, пишите, что на дороге живут ветераны Великой Отечественной войны. Неважно, может быть, они живут на 3 квартала дальше, но они пользуются этой дорогой. На улице живут много пенсионеров. Пишите о том, что в районе нету аптек, магазин, и эта улица единственная, по которой могут проехать, допустим, скорая помощь и пожарная техника. Кстати говоря, из-за ям на улице Титова, по официальной версии, сгорел мой дом. Из-за того, что пожарная машина застряла в какой-то из ям и не доехала. Это одна из официальных версий. Почему они не смогли потушить мой дом, и он сгорел дотла. Так что вот так и пишите, что из-за отсутствия ям, из-за отсутствия, из-за присутствия ям, из-за отсутствия нормальных подъездных путей могут люди умереть от инфаркта, допустим, или сгореть дом полностью. Следующее. Куда вы должны жаловаться? Вот у вас коллективное письмо. Вы потратили время, прошлись по соседям, собрали их подписи, и у вас 11 или больше коллективных подписей. Ну, в смысле, коллективных, то есть как граждане. Кто-то может вам сказать: ой, вы же собираете персональные данные. Ребят, ну, если хотите пристраховаться, внизу этого коллективного обращения напишите, что подписавшиеся дают согласие на сбор и обработку их персональных данных. То есть там надо писать, что не только сбор, на сбор, обработку и распространение персональных данных. Вот. По закону о персональных данных почти все, что о вас известно, можно считать персональными данными. Так вот, вы собираете, ну я образец, как я говорю, приложу. Вы собираете подписи, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата, подпись. Собрали больше 11 подписей. Дальше. Фотографируйте эти подписные листы, ну или сканируйте, ну проще фотографию сделать. Дальше идете на сайт. Смотрите, вам нужно написать жалобу на сайте МВД. Допустим, в Краснодарском крае это 23.mvd.rf. В обращениях для граждан вы пишете, прикладывайте. К сожалению, там нельзя копипастом пользоваться. Там можно только написать текст с нуля. Вы пишете: прошу рассмотреть мое обращение во вложении. И подгружайте туда с фотографией, которые вы сделали с телефоном коллективного обращения. Раз. Второе. Вы идете на сайт вашего главы правительства, губернатора, ну как вы там называетесь. Заходите на сайт губернатора и там пишите жалобу. То же самое коллективное обращение, потому что у вас коллективное обращение адресовано всем и сразу. То же самое на сайте, ну чтобы я вот не причислял, в электронном виде прилагайте фотографии на сайте Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, если вы жалуетесь на ливневки, например, вдоль улицы. Дальше если, кстати говоря, вдоль дороги растут большие кусты, особенно на перекрестке и деревья, жалуйтесь в администрацию на то, чтобы обрезали деревья. Обязаны обрезать деревья около перекрестков, так называемый треугольник видимости создавать. Особенности на перекрестках. Об этом я вам отдельно, может быть, как-то расскажу. Значит, на сайте губернатора написали жалобу, на сайте Министерства ЖКХ написали жалобу. Везде коротенько: прошу рассмотреть обращение из вложения, а там ваше коллективное обращение. Дальше что вы делаете? Идете на сайт вашей администрации, допустим, администрации Краснодара, там пишите жалобу, то же самое. И смело двигайтесь в сторону прокуратуры. Заходите на госуслуги, находите через поисковик «подать жалобу в прокуратуру» и жалуйтесь в прокуратуру.
На что вы в прокуратуру жалуетесь? На то, что дороги не были приведены в порядок до сих пор. Это не ваша обязанность находить проблемы в дорогах. Это ваше право найти проблемы и пожалуйста в прокуратуру. Жалуйтесь, не ждите отписок от администрации. Сразу жалуйтесь в прокуратуру, так администрация и всякие губернаторы зашевелятся быстрее. Это сделали, то есть тоже направили в прокуратуру жалобу. И заходите на сайт Государственной Думы, заходите на сайт, допустим, законодательного собрания вашей области или края, или республики, там пожаловались депутату. Если не знаете, какому депутату, находите комитет, который отвечает за ЖКХ или за дорожное хозяйство, там жалуйтесь. И вашему муниципальному депутату. В самую последнюю очередь жалуйтесь. Тоже находите, допустим, депутата вашего муниципального совета, отправили ему жалобу. И когда вы вот таким вот веером отправили коллективную жалобу, дальше вы ждете. Вы таким способом отправки сэкономили себе сразу, как минимум несколько месяцев ожидания отписок. Потому что в той или иной степени придут разные отписки. И самое главное, чиновники из вашего коллективного обращения будут видеть, что вы пожаловались уже одновременно и туда, и туда, и туда, и в прокуратуру, и все такое. Не будет возможности у чиновников отправлять вам отписку, потому что они узнают, что к ним придут прокуратура и спросят, а что же вы ничего не сделали, вот у нас тут копия этого обращения. Так что вы таким образом существенно ускоряете обработку заявлений. И дальше ждете, в течение месяца они обязаны вам ответить. Отвечают отписками, по вашему мнению, типа заложили в план чего-то там, чего-то там. Не катит. Вам наплевать, на какие планы администрация закладывает ваш ремонт дороги. У них обязанность чинить ямы на вашей дороге. Если они не чинят, то чиновники, должностные лица и администрация, как юридическое лицо, платят штрафы. Кто подает на них в суд за это? Подает в суд на них ГАИ, то есть ГИБДД, то есть МВД. Поэтому, как только вы от чиновников или даже от полиции получаете отписку, все, что вы считаете отписками, смело шлите повторно в прокуратуру и повторно в ГУВД Краснодарского края или в ГУВД области. Если в ГУВД области отвечают вам также отписками, пишите в приемную МВД России, пишите в Генеральную прокуратуру, то есть поднимайтесь на уровень выше. Помните, вам наплевать на то, какие планы есть у администрации. Дороги должны быть хорошими, без ям уже сейчас, и с ливневками, и с освещением, и с обрезанной растительностью по краям. Как они это решат, не ваша проблема. Вы платите налоги, и вы имеете право жаловаться. А сейчас вы должны на меня подписаться, поставить мне лайк, написать комментарий, как у вас получается. И будут у вас конкретные примеры, например, каких-то ям. Присылайте мне фотографии в Telegram, в WhatsApp. Но мои контакты есть в описании моего канала. Практически под каждым видео. Присылайте и будем вместе с вами разбирать и писать жалобы индивидуально в качестве примера. Все. И поддержите меня на Бусти, на Патреоне, на BuyMeCoffee. Может быть, станете моим подписчиком на YouTube, если вы живете вне России. Если в России, на Бусти можете меня поддерживать. Но самая главная поддержка — расшаривайте эти видео. Присылайте своим друзьям. Становитесь моим подписчиком. И таким образом мы вместе заставим чиновников суетиться. Все, всем пока.